Принес я дрова. Видно, какие сухие, хорошие дрова. Но пока еще не буду разжигать. Солнце уже низко опускается. И здесь вот все пилы, веревки. Скоро надо будет палатку закрывать, то, наверное, туман будет, влажность. А я подготовил вершу. Такую вот вершу. Сейчас буду ставить. Для этого такая вот палка предназначена. Возьму палку, возьму вершу, хлеб туда. Посмотрим, может, что поймается. На Селигере в эту вершу попадались красноперки, еще какие-то там рыбы небольшие, подлещики. Другую вершу довольно крупные лещи у меня попадались, но другой конструкции верши. Вот, так что попробуем. Тут я еще ни разу вершу не ставил. На хлеб. Потом я расскажу, какие у меня продукты с собой есть. Многовато я взял, наверное, все не съем. Ну, это лучше, чем нехватка. Иван, солнце освещает кроны деревьев. Желтые, желтыми лучами. А там сосны. А солнце там, на западе где-то заходит. Здоровая палка, метра, наверное, 4. Метра 4. Вот, а потом буду на кирогазе яйца готовить, наверное. Что странно, есть комары. Это вообще неожиданно. Ох, как лес осветился. Вот это да. Вот это да. Значит, пора вершу ставить. Пришло время. Икс. Улыбнитесь, каскадеры. Ведь опасность — это все-таки пустяк. Ух ты, тут глубоко. Там приличная глубина. Душистый хлеб, сладкий хлеб. Смотрим, что будет.
Опа. Леша плохо себя повела, потому что ее переклинило вот здесь вот. Так вот надо. Что ж такое? Эх, вот зараза. Что-то она где-то там. Либо, может, каменюка тяжелая. Попробуем без каменюки. Может, без каменюки она сработает. Так. Эх ты, зараза. Переклинила. Вот что с ней будешь делать? Вот что? Опять. Надо ж, какая мука. Это не очень качественная верста. Проблема. В чем-то ее проблема есть. Опа! Угу. Камень. Туда. Ну все. Будем выбираться. Там довольно глубоко. Угу.
Ну и чтобы тут не было особо заметно, привяжу я эту вершу вот здесь, корню. Угу. Ну вот. В общем-то, верша и установлена. Вот буду собирать кирогаз. Вон, комар. Надо ж, припозднился. Вот детали от кирогаза. Ага, тут вот шприц. Ну, это чтобы керосин набирать и сливать потом. Это асбест, это вороночка. Это вот как вот эта вот штука служит для поджигания кирогаза. Вот фитили. Они вот там снизу находятся. Так вот они тут регулируются туда-сюда. Налево пойдешь слабее, направо сильнее. Вот они, соответственно, вылазят и убираются. Вот так. Фитили. Вот. Она фиксируется так вот. Эта конструкция. Сюда вставляются ножки. Сейчас яйца на нем варить. Так. И сюда крышка вставляется. Крышка сюда вставляется. Что-то она не хочет. А нет, все. Встала крышка. Так. Это вот детали. Сеточки такие металлические. Одна из них ставится вот сюда. Потом ставится другая сетка. Предназначение этих сеток — обеспечивать смешение паров керосина с воздухом. Вот. А это как бы чехол такой. Кожух, который защищает от ветра там. Вот. Ну вот, практически собран кирогаз. Вспомогательные приспособления пока уберем. Будем сейчас заполнять туда керосин. И надо немножко подождать, чтобы фитили пропитались. Вот керосин. Осветительный. Именно такой керосин надо использовать. Он наиболее чистый. Так.
Проверить надо. Не входит. Значит, надо часть асбеста здесь отмотать, чтобы он ходил как надо туда. Вот. Много здесь не требуется. Важно только, чтобы эта штука пропиталась. И туда вот опускается горящее. Это можно все впитать тут этим фитилем. Вот. И туда. Ну, в общем, вот кирогаз в принципе собран. И минут через 5 он будет готов к работе. Надо пока набрать водички, чтобы яйца варить на нем. Буду разжигать кирогаз. Так. Чтобы он вот так удобнее регулировался. Надо его ровно установить, чтобы никаких вот, в принципе, гореть нечему. Очень сейчас влажно. Ага, фитили. О! Пускай прогорит чуть-чуть. Сила большая в керосине. Ага, занимаются. Угу. Почти все. Ага. Все вроде. Ну вот сейчас он будет разгораться. Тут палочку такую, чтобы крутить. Потом, когда раскалится это кольцо. Так вот его. Хотя, может, оно не раскалится. Посмотрим. Все, начинает пламя там работать. Пусть разгорается.
Когда он правильно работает, синий огонь там. Но для этого он должен разгореться. Разогреться должны все эти сетки, чтобы циркуляция воздуха была правильной. А еще я его брызгал ВДшкой, вот от нее дым идет. Разогревается он, чтобы не ржавел. Брызгал. Сейчас это все прогорит. Вон видно, как пыхает. Это все уйдет. Так, яйца поставлены. Будем ждать, когда закипит. Замечу время. Ну, думаю, что не очень долго. Как там огонь? Ну, в общем-то, синее пламя. Чуть-чуть желтый там вот есть небольшой язычок. А так, синее. Так что работает именно керогаз. Вот так вот. И именно он лучше работает, когда что-то сверху стоит. Я крышкой накрою. Будут вариться перепелиные яйца. Вон уже пар пошел. Мощно. Керосин очень энергоемкая жидкость. Нефтепродукт. Весьма энергоемкий. Как на газу. Там вот небольшие эти красные язычки. Это просто там, скорее всего, попала какая-нибудь грязь. Она дает. А так вон видно синее пламя. Да. Хотел из этого озера набрать. Вода вонючая, тухлая. А в реке вроде ничего. Вот горит костер. А тут на кирогазе кипит чайник. Сейчас буду чай заваривать. Яйца уже сварились. Пора его снимать. Опа. А кирогаз выключать. А для этого его просто поворачивать. Вот. Хотя нет, я его пока не буду выключать. Я его просто сделаю потише. Потому что я еще буду сейчас дозаваривать. Вот яйца. Вот такой вот костер. Пока одно бревно. Этих я там пару штук положил. Маленьких сосновых. И вон еще одно здоровое. Вот палатка там. Вот тут вот я сижу. Сапоги снял, просушиваются вкладыши, стельки.
Кстати, они не особо отсырели, вот стельки больше. А я сейчас в таких вот эво-тапках. А сейчас заварю чай и буду есть. Такая вот нехитрая история. Есть, кстати, всякие насекомые. Даже, по-моему, шмеля видел. Или какого-то такого аналогичного ему. Осень, 5 октября. И столько всяких ночных бабочек. Много. Еще надо чай заваривать, а то остынет кипяток. Эх. Ну вот, почти все дела сделаны. Буду у костра греться и чай пить. Холодно на улице. Чай на кирогазе заварен. О. Надо пить, а то остывает. Все остывает быстро. Ой. Вот тут какие-то пряники у меня есть еще. Летом я их брал. Зерница. Ой. В общем, сегодня много я успел. Имбирные, что ли? Точно. Имбирные. С имбирем. Интересно. Ну, кстати, тот же имбирь. Можно вполне в длительные походы брать. Чуть-чуть построгать, покрошить. И уже вкус другой совсем. Сейчас рысь приходила. Я-то знаю, как она кричит. Ну, чтоб так близко. Вот здесь вот прям, наверное, метров 10, как начала орать. Я аж перепугался. Потом она тихо-тихо, вот, вообще не слышно как, вот так по дуге обошла, начала орать уже вот там. И потом пошла куда-то в ту сторону. Время от времени издавая свои жуткие звуки. Это не как котик мяукает, это совсем другой звук. Кто не знает, что угодно можно подумать. Поел я перепелиных яиц с плавленным сыром, с перцем. Потом палочки хлебные поел, тоже с плавленным сыром. Ну, нормально, наелся. Поставил вершу с хлебом. Ну, довольно глубокое там место, наверное, под 2 метра там глубина. Вынимать уже завтра буду. Сейчас, ясно дело, не пойду, там тьма. Конечно, можно и с фонарем. Туда-сюда, ну какой смысл? Они вот или вечером туда зайдут, или рано-рано утром, когда еще буду спать. Потому что, скорее всего, я буду сидеть долго у костра. Сейчас-то только где-то часов 8, а тьма такая. И холодно. Звезды видны. Вот жаль, нет камеры такой, чтобы можно было звезды снять. Точнее, такие камеры есть, просто у меня нет такой камеры. И, наверное, никогда и не будет.
Приятно с чайком. Пряник. Многого-то не надо человеку. Он, как Лев Толстой говорил, 2 картошки, охапка сена, чтоб спать. И все. Ну так вот, если подумать, то на самом деле не надо больше ничего. Вот костер. Одно бревно там толстое лежит, несколько сосновых и части старого бревна. Возможно, что это дубовое бревно. Сейчас я уж точно не знаю. По-моему, дубовое. Горит все и горит. Но еще точно такое же еловое есть. И пару штук еще сосновых довольно толстых, сантиметров 15 такие бревна. Все это напилено было, ну, за несколько минут, там пару минут еловое, меньше минуты сосновое. Вот что такое пилы силки. С такой пилой идешь в лес и там чувствуешь себя человеком. А не то, что какие-то хворостинки собирать, что-то подбирать. Все это либо мокрое, либо, если не мокрое, то это прогорит быстро и задолбаешься. А тут вон я положил, уже часа 3 горит, и конца и края не видно. Как будет прогорать, положу еще пень. И еще часа 3. А потом и спать, куда уж там сидеть. То есть работа-то было минут на 10. Ну так, суммарно. Ну, может, на 15. Пока я ходил туда-сюда, эти бревна носил, отдыхал. Он будет часов 6 гореть. Готовил я еду на кирогазе. Сегодня впервые за долгое время использовал кирогаз. Хорошая вещь. Он легкий, он даже, наверное, так вот суммарно, если с баллоном вместе, то даже легче, чем газовая горелка будет с баллоном. Довольно мощный. Но опять же, это надо регулировать фитили, потому что у него там обгорели фитили давно, уже я немножко выдвинул. Видимо, надо еще немножко побольше выдвигать, потому что он так горел. Ну, слабовато. Хотя, как слабовато? Кастрюля где-то с литром воды, наверное, минут за 10 закипела. На газу примерно так же было бы. Звезды яркие. Ковш виден. Сейчас ведь комета какая-то прилетела. И говорят, где-то на западной стороне неба, вскоре после захода солнца, в 6-7 часов, можно видеть комету. То есть вот сейчас 5 октября 2024 года, а вроде как максимум ее видимости и огромный хвост будет где-то там 12-15 октября, ну и позже. Все было бы здорово, но в лесу комету наблюдать не получится, потому что она 5 градусов над горизонтом, а здесь деревья. И в результате эту область мы не можем наблюдать. Ну то просто звезды видны. Где еще такие посмотришь? На спиннинг бессмысленно ловить, там рязка одна. Хотя, конечно, бывают всякие чудеса. Ну, река обмелела сильно, течения нет. Мутная. Но в таких условиях щука и клевать не будет. Вот где-нибудь на озере, наверное, да. В чистой воде вот в такую пору жор был бы.
Тут вряд ли. Пробовать даже не буду. Чтобы не расстраиваться. Верша — это дело другое. Всякая непривередливая рыба. А вдруг тот же самый ясь войдет. Может, ерши какие-нибудь. Хотя ершам они более хищные, им черви нужны. Хлеб-то их мало интересует. А червей, кстати, я решил разводить. Приобрел в фикс-прайсе коробку пластиковую, земли туда насыпал, ну так, сантиметров 15, наверное. И поселил червей. Сверху листиков настелил сухих. Слегка поливаю. Они там ползают, ходы образуются. Вот буду всю зиму содержать там червей. Может, они размножатся, кто их знает. И потом уже весной на поплавочную ловлю пойдут. Рыба оголодала, какие уж там черви весной. Эй, раз. Предложу. Может, что и поймается. В электричке ехал сегодня. Отвык я от электричек, от этих. Жуть, конечно. Скандалы. Переполнено. Безбилетники эти, бегающие туда-сюда. Ну, это еще ладно. До Черустей более-менее приличная была. А вот после... Это кошмар. Просто паноптикум какой-то. Заблевано. Харчки какие-то на полу. Не знал, куда рюкзак поставить, чтобы не запачкать. Люди, не знаю, откуда таких выпустили. Какие-то просто злые карикатуры на человеческое существо. Такое ощущение, что как будто собрали вот всех возможных уродов и в эту электричку их поместили. Не то, что каких-то инвалидов, вот несчастных людей, а таких вот уродов, в первую очередь моральных, у которых вот это вот гнилое нутро проявляется на внешности. Просто жуть. Нет, конечно, наверняка там и хорошие люди ехали, порядочные. Но погоды они не делали. К сожалению. Ну да ладно, что об этом говорить. Это их жизнь. И самим за себя отвечать. Я уж привык, что у нас так. Холодно сейчас. По прогнозам, в 6 утра то ли 4, то ли 6 градусов. Вот так вот будет. Это довольно холодно. Взял пуховый спальник. Ну, легкий такой. Не совсем мощный.
коврик, конечно, терморестовский. Вот этот коврик будет внизу там находиться. Ну, пока нормально. Вот у костра тут сижу, размышляю, вспоминаю многое. Грустно мне в последнее время, очень грустно. Часто вспоминаю былые времена. Ведь виданное ли дело, я когда поступил в институт, мы были последней группой, которую послали на картошку. И мы вот примерно в это время вернулись с картошки, а была это осень 93-го года. Ну, все, наверное, знают, что тогда происходило. Как раз вот перед штурмом Белого дома мы приехали. Я даже ходил туда смотреть 2, по-моему, да, 2 октября вечером. Обошел, там все, горели костры, были люди какие-то. А 3-го, да, там все началось, все события. Больше 30 лет назад это было, 31 год. Потом уже никого больше в колхоз не посылали. И у нас даже так получилось, что некоторые ребята, ну, не хотели ехать в этот колхоз. Их вместо поездки в колхоз направили разбираться в библиотеку института. И они там в пыли ковырялись, в то время как мы в колхозе весело проводили время. Пиво там пили, ходили вечером жечь костер. Ну, вообще было интересно, все перезнакомились. С некоторыми я до сих пор общаюсь. С некоторыми связь потерялась уже, к сожалению. И так вот жизнь практически прошла. С тех пор прошло больше лет, чем от рождения до тех пор. Но все равно я вспоминаю вот эти годы. 80-е, 90-е. С грустью вспоминаю, как нечто безвозвратно ушедшее, прекрасное. Ну, в общем-то, молодость. Это драгоценный дар. Невозвратимый, невосполнимый. Ну да ладно, что об этом говорить. Вот есть пила, есть костер, сапоги, пряники и звезды там вот в небе. Где-то очень-очень далеко. Это вот наша реальная жизнь. А вот эти все мысли, воспоминания, какие-то размышления, это все не имеет отношения к реальности. Живет где-то в нас, и когда нас не станет этого, наверное. Хотя кто знает. Трудно сказать. Ладно, надо заниматься другими делами, костер поправлять. Вот так вот выглядит. Ой! В результате я наступил на кирогаз. Керосином-то не облился, вроде нет. Вот идиотизм. Ну ладно, ничего страшного. Главное, он не перевернулся. Так выглядит с ручным фонарем, то есть точнее с налобным.
А ручной я взял для того, чтобы сравнить. О, от холода и влаги палатка расслабилась. Будет подтянуть. Вот еще пень заготовлен. Ну, пока горит. Горит себе и горит. Ну, надо ж как. Что с кирогазом? Вроде ничего с ним страшного не случилось. Может, я еще буду чай делать. Вот максимум, что можно увидеть с налобным фонарем. Немного, да? И вот такой вот вид открывается с ручным. Вот почему он нужен ручной фонарь. Можно взять так вот, посмотреть, что тут вообще происходит. Видно, что туман. Вот луч бьет. Вполне видно, что там на той стороне озера, несмотря на то, что туман. Но уж тут вблизи подавно. Виды, конечно, ночью в лесу очень впечатляющие. Как днем. А, теперь уж на кирогаз особо не наступишь. Конечно, там немножко керосинчик-то пролился, но он испарится. Вот. Никакой налобный фонарь такого освещения не даст. Это надолго это не нужно. Это надо, чтобы просто посмотреть, что там делается в лесу. И быстро перемещать, собственно, зону освещения. Вот для чего нужен подобный фонарь ручной. Вон бабочка какая-то. Крупная бабочка достаточно. И вот я выключаю. Что мы видим? Ничего. Только что-то вокруг себя можно увидеть. Это и ответ на вопрос, для чего нужен ручной фонарь. Можно, конечно, без него обойтись. Можно просто сидеть вот так у костра. А если случится пойти искать дрова там или еще что-то, то ручной фонарь очень полезен. Но ненадолго. Ненадолго. Это не то, что там часами что-то освещать. Нет, несколько минут, может даже секунд. Главное увидеть, что нужно, а потом уже с налобным вблизи уже что-то делать. Вот такой сценарий применения ручного фонаря. Он имеет смысл.